Дональд Трамп одержал уверенную победу на выборах президента США. Прогнозы относительно того, что гонка разрешится сотнями или единичными тысячами голосов, не оправдались. Мы вынуждены будем говорить об этих результатах еще долго. Сегодня в первом приближении попытаемся разобраться, как так вышло и что будет дальше. Было очевидно, что на выборах будет много скрытых голосов, что исход решат те избиратели, которые по каким-то системным причинам не учитываются в моделях, которые пытаются предсказать результаты. Люди могут избегать опросов полстеров, скрывать истинные намерения, выбиваться из стандартного нарратива и вообще смотреть на ситуацию не так, как предполагают аналитики. Впервые за 20 лет кандидат от республиканской партии, причем не абы какой, а Дональд Трамп, получил большинство голосов на национальном уровне. Получается, модели упустили системное поправение огромной доли американских избирателей. Скрытых голосов оказалось очень много. На момент написания ролика преимущество Трампа по стране в целом 5 миллионов голосов. Да, не все синие штаты досчитаны, эта цифра может плавать, но отрыв гигантский, и он никуда не денется. Это совсем не та ситуация, которую прогнозировали модели. Тут не нужен фотофиниш, это не ноздря в ноздрю, а весьма убедительная победа. В абсолютных цифрах за Трампа сейчас, до подведения окончательных итогов, проголосовало почти на 9 миллионов человек больше, чем во время первой его победы в 2016. 8 лет назад претензии к аналитикам были скорее несправедливы, ведь тогда их оценка предпочтений по стране в целом была верной, и Трамп проиграл Клинтон на национальном уровне почти 3 миллиона голосов. Тогда ошибка была в том, что настроение в некоторых определенных штатах недооценили. Сейчас ситуация радикально иная, аналитики явно приглядели настроение в целой стране. Причина столь радикального правого поворота, такого разгромного преимущества, которого не было не только у Байдена 4 года назад, но даже у Барака Обамы перед очень слабым Миттом Ромни. Причины этому мы обсудим в отдельном аналитическом ролике. Здесь же мы поговорим о результатах, о том, как инструменты изучения американского общества в данном случае обанкротились. Перед нами не ситуативная флуктуация, а очень радикальный сдвиг. Казалось бы, у Дональда Трампа была целая куча тем, которые могли угробить его избирательную кампанию и давали большие надежды оппонентам. Вроде супертоксичной темы с запретом абортов, от которой сам Трамп по возможности дистанцировался, но все его союзники, начиная с кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса и заканчивая Робертом Кеннеди, не упускали возможности лишний раз тему эту расковырять. Казалось бы, такого рода темы должны были сильно подбить Трампа, по крайней мере на национальном уровне. Сложно побеждать, когда ты стоишь на крайне непопулярной позиции. Но избирателям оказалось важнее нечто иное. Что именно – тема отдельного разговора. Сейчас важно понять одно. Привычные методы анализа американских избирательных предпочтений, что по кандидатам, что по темам, волнующим граждан, в этот раз не просто ошиблись, а ошиблись сильно. Проглядели какой-то тренд. Дональд Трамп получает беспрецедентно большую для последних десятилетий власть. Помимо президентского кресла у республиканцев есть контроль над обеими палатами парламента. Сенат точно, Палату представителей еще досчитывают, но, по всей видимости, там тоже будет республиканское большинство. И еще, что очень важно в американской политической системе, лояльное большинство консервативных судей, которых сам же Трамп и назначил на предыдущем сроке. На это логично возразить. Трамп вовсе не император республиканцев, а их партия – это огромная институция, совсем не Единая Россия и не КПСС. Партия совершенно не обязательно будет в полном подчинении президента. И это было бы правдой, будь президентом другой человек, но не в случае Дональда Трампа. Трамп смог подчинить и перестроить республиканскую партию под себя. Он ее фактически дирижировал даже в те 4 года, когда не находился в президентском кресле. Трамп приложил огромные усилия, чтобы выдавить со всех значимых постов тех республиканских политиков, которые были ему нелояльны. Будучи человеком без официального статуса, Трамп мог не просто влиять на решения, но де-факто руководить нижней палатой американского парламента. Мог в своих личных интересах саботировать голосование по военной помощи Украине. Мог остановить межпартийную сделку по миграционной реформе. И теперь он будет президентом. Степень его контроля над партией станет абсолютной. Обычно в таких случаях страхует Верховный суд, способный любой закон выкинуть в урну. Но тот тоже имеет твердое консервативное большинство. В истории этого века избрание Трампа пока самый опасный момент. Абсолютно непредсказуемый человек, настроения которого меняются на противоположное под влиянием той ноги, с которой он встал.
Такой человек приходит к власти, а все системные тормоза отключены. Поговорим о том, чего можно ожидать еще после небольшой рекламы. За последние годы мир сильно изменился. Многие перешли на удаленку, открыли для себя нейросети, начали путешествовать. На гребне всех этих трендов находятся фрилансеры. Исследование Upwork за прошлый год показало, те в 2 раза чаще используют инструменты генеративного ИИ, чем не фрилансеры. Оно и понятно, фрилансеру выгодно все время быть конкурентоспособным, внедрять в работу новые фишки. Но есть в найме такого работника существенный минус. Ему надо как-то переводить оплату, не всегда удобным вам способом. Такую проблему решает сервис EasyStuff. Он позволяет платить удаленным сотрудникам по B2B договору. Платформа помогает любому бизнесу в любой точке мира иметь отношения с фрилансером, который также может быть где угодно, в том числе и в странах СНГ. Платформа может осуществлять выплаты как на банковские карты, так и на расчетные счета или на криптокошельки в любой валюте. При этом все будет абсолютно легально и со всеми необходимыми документами и для вас, и для работника. Формально фрилансер будет работать на EasyStuff, а EasyStuff будет подрядчиком для вашей компании. То есть вместо пары десятков договоров с разными людьми вы заключите всего один с EasyStuff. А если вы находитесь в поиске новых сотрудников, попробуйте сервис EasyBusy. Это международная биржа фриланса, где исполнители и заказчики могут найти друг друга без географических ограничений. Разработчики, дизайнеры, как графические, так и UX, UI, специалисты 3D-визуализации, вы можете найти их на EasyBusy. Каждый из них уже прошел тщательную проверку. Сервис защищает своих клиентов от мошенников. Весь функционал биржи для заказчика бесплатен, а исполнитель получит оплату только после того, как вы примете его работу. И если у вас горят сроки или сложно найти специалиста под задачу, заполните анкету по ссылке в описании. Тогда персональный менеджер бесплатно подберет подходящих вам исполнителей. Все ссылки под этим видео. Продолжим. Второй срок Трампа не будет похож на первый. На первом он работал не только с оппозиционным себе Конгрессом, но и со значительным противодействием как собственной партии, так и окружающей его бюрократии. На первом сроке текучка кадров в его администрации была такая, будто это не офис президента самой могущественной страны на свете, а Макдональдс. На первом сроке Трампу приходилось больше воевать с системой, чем реализовывать свои фантазии. Теперь все по-другому. За прошедшие 4 года он собрал вокруг себя абсолютных лоялистов. Все, кто мог Трампу хоть что-то возразить, давно выброшены из его контура. На всякий случай уточню. Самого главного ужаса, который можно тут себе представить, что Трамп не уйдет через 4 года и будет править вплоть до смерти, такого совершенно точно не случится. Ограничения по срокам заданы поправкой в американскую конституцию. Для ее отмены нужны 2/3 голосов в обеих палатах, чего у Трампа не будет никогда. Полная федеральная власть в руках одного человека и ультралояльных ему политиков и чиновников – это такая степень неопределенности, что сложно делать хоть какие-то прогнозы. Невозможно всерьез прогнозировать мысли одного человека. Тем более Дональда Трампа, у которого 7 пятниц на неделе, а друзья, враги, убеждения и планы меняются дважды в день. Прогнозы легко делать, когда речь идет об институциях, которые действуют инерционно, исходя из понятной логики. Но это, опять же, не тот случай. Нет институтов, которые способны Трампу помешать. Мы сейчас видели самую необычную избирательную кампанию, где было все от обвинительного вердикта присяжных одному кандидату до замены второго кандидата. Мы увидим крайне необычные 4 года в американской политике. Есть, конечно, глупые люди, сидящие за стенами Кремля, которые сейчас празднуют. Им кажется, будто к власти в США пришел их сукин сын, который станет добровольным помощником в любых внешнеполитических авантюрах. Откажет в помощи Украине, развалит НАТО, снимет санкции и дальше по списку рождественских подарков. Но это только они могут так думать. Только им может казаться, что скованные институтами компромиссные и осторожные профессиональные политики из прошлой администрации – худшие оппоненты, чем комок непредсказуемости и хаоса, который скоро засядет в Белый дом. Человек, мысли которого за один день могут поменяться от идеи сдать Киев Путину до плана разбомбить Москву. Если выписать все, что говорил Трамп в рамках своей избирательной кампании и убрать оттуда фамилию, может показаться, будто это слова не одного, а 10 политиков, которые придерживаются радикально противоположных взглядов. Поэтому что будет с войной, с поддержкой Украины, с санкциями, мы заведомо не знаем. От подведения итогов выборов понятнее не стало. Определенности не добавляет другое обстоятельство. Трамп может вертеть американской внешней политикой как ему угодно.
менять ее как в голову взбредет. То, как Трамп будет вести себя в январе, когда вступит в должность, ничего не скажет о том, как он будет вести себя, например, в мае или июле. Единственное, что можно сказать более или менее определенно – Трамп будет вести политику изоляционизма и национализма во всех мыслимых и немыслимых формах. Ограничение легальной миграции и репрессии против мигрантов нелегальных. Сможет ли Трамп реализовать прям все, о чем грезил во время гонки, а грезил он мерами весьма масштабными, чуть ли не фашизоидными, вроде принудительной высылки миллионов людей, которые годами живут в США, работают и платят налоги, но находятся в ожидании легального статуса? Попытается ли он это реализовать? А если и попытается, то сможет ли притворить в жизнь? Это вопрос. Но в том, что Америка для американцев, что мигранты отравляют кровь нации, пожирают собак и насилуют женщин, и любые меры против них хороши, в таком нарративе Трамп необыкновенно последователен. Равно как относительно идеи изолировать страну от внешних рынков. Опять же, в его программе есть совершенно сумасшедшие идеи, которые даже при такой абсолютной власти реализовать будет непросто. Например, ввести 100% заградительную пошлину на весь импорт в США. Получится или нет — вопрос, но Трамп точно попытается что-то подобное сделать. Идеология Америка прежде всего сводится к огораживанию штатов от всего остального мира. И она явно получила поддержку большинства избирателей. Перевесила все негативные факторы и позволила Трампу победить. В реализации этих идей у Трампа будут развязаны руки. Представить себе, как именно он будет пытаться реализовывать все, что наобещал, невозможно. Фантазия отказывается вообразить сезон охоты на мигрантов и массовую депортацию миллионов людей. Равно как невозможно представить, каким образом можно изолировать экономику, которая целиком завязана на глобальные рынки. Или как провести задуманный Трампом фискальный маневр с полной ликвидацией подоходного налога и заменой его заградительными пошлинами. Пока конкретные предложения и планы выглядят либо нереализуемыми, либо катастрофическими. Но тут важно не то, что именно Трамп обещал своим избирателям. Важно, в какую сторону направлена его мысль. Может показаться, что я говорю очень неопределенно, но иначе тут не скажешь. Больше неопределенности в американской политике на нашем веку еще не было. Никогда США настолько не зависели от одного человека. Никогда еще президент не заступал в должность, имея официальную бумажку от Верховного суда. Все, что делает президент, законно, потому что он президент. Понятно, что это не последний наш разговор. На этой неделе нам точно с этой темы не слезть. Стоит обсудить разные сценарии развития событий. Их важно и интересно разобрать. Но если вы следили за Трампом и его кампанией, то не дадите соврать. Делать однозначные прогнозы относительно действий Трампа – жанр совсем не респектабельный. Бессмысленно основывать свои предположения на том, что делал Трамп 4 года назад. Тогда он был гораздо сильнее скован американским государством. Его действия были ограничены желанием переизбраться. Теперь же у него последний срок. Даже это смутное ограничение исчезло. Понятно сейчас одно. Американские электоральные специалисты сильно продолбались. Не с прогнозом одной конкретной кампании, а с оценкой настроений всего американского общества. Общество как никогда прежде активно проголосовало за кандидата, который громогласно обещает сломать всю существующую систему через колено. Понятно, что такие настроения были и прежде. Все их видели. Но что антагонизм граждан и государства американского дошел вот до таких масштабов, что люди сознательно готовы выбирать хаос и непредсказуемость, что статус-кво им настолько не мил, это огромное открытие и симптом, который требует отдельного изучения. Еще поговорим об этом. До завтра.